Привет, друзья, с вами Алекс, из Литвы. Сегодня мы гуляем по старому Вильнюсу. Лучший способ составить впечатление о старом Вильнюсе – пройтись по нему пешком, начав от Святых ворот, Аушрос вартой, единственных сохранившихся крепостных ворот. Отсюда начинался тракт к Меденинкайскому замку и дальше на восток. Святыми они называются потому, что со стороны города воротах располагается часовня с чудотворной иконой Острабрамской Божьей Матери, которую почитают и католики, и православные. При помощи галереи часовни соединяется с монастырем кармелитов и костелом Святой Терезы, храмом в стиле раннего барокко. Рядом с костелом расположен монастырь и церковь Святого Духа, XVI века являющиеся центром православия в Литве. Неподалеку, по левой стороне, находятся базилианские ворота, украшенные рельефом, изображающим Святую Троицу. За воротами находится здание монастыря базилианцев и униатская церковь Святой Троицы. Планировка зданий этих монастырей дает представление о планировке средневекового Вильнюса. Практически весь город состоял из неправильной формы дворов-крепостей, обнесенных толстыми стенами. Посередине двора стоял храм или дворец, а по периметру ютились небольшие дома, в которых жили монахи и священники или дружина и слуги-вельможи. Такие обособленные друг от друга и юридически независимые участки назывались посессией. Напротив филармонии вправо ответвляется узенькая улочка Швянта Казимира. Она ведет к артиллерийскому бастиону, Барбакану, с которого открывается живописный вид на район Ужупис, Замковую гору, гору Трех Крестов. Спустившись по улице Аушрос варту, мимо красивых зданий гостиницы Астария и костела Святого Казимира вы выйдете на треугольную ратушную площадь. Если вы ожидаете увидеть готическое здание с башней и часами, вас ждет разочарование. Вильнюсская ратуша построена в стиле классицизм в конце XVIII века, на месте сгоревшей старой ратуши. В давние времена тут располагался рынок, стоял эшафот и позорный столб, зачитывались указы князя и короля. Отсюда расходились дороги в соседние города и начиналась главная улица поселения, соединяющая площадь с княжеским замком, современная Диджоя. С левой стороны площади, там где сейчас находится улица Жиду, Галона, Стиклю, начинались еврейские кварталы. Они занимали большое пространство вглубь, вплоть до улицы Пилима, где до сих пор стоит хоральная синагога. Когда гуляешь по этим тихим, уютным улочкам, трудно представить, что в годы Великой Отечественной войны тут было организовано гетто, и общину, существовавшую в Вильнюсе 400 лет, систематично уничтожали. С правой стороны площади примечательны здания Большой и Малой купеческих гильдий и церкви Св. Николая. Где-то тут, в одном из купеческих домов, Франциск Скорина основал первую в Литве типографию и отпечатал малую подорожную книжицу и апостол. Спустившись по главной артерии старого города, улица Диджой, вы выйдете в сквер, где располагаются базарчик сувениров и картин, и небольшая церковь Св. Параскевы, в которой, если верить городской легенде, Петр I крестил арапа Ганнибала. В 2011 году рядом с ней был установлен очень оригинальный памятник Ганнибалу и Пушкину. После сквера начинается продолжение Диджоя, улица Пилис. Участки на ней, в средневековье заканчивавшиеся у ворот княжеского замка, занимали влиятельные вельможи. Их особняки изо всех сил стараются чем-нибудь выделиться, ни один не повторяет другой. Тут собраны все архитектурные стили Вильнюса: готика, ренессанс, барокко, классицизм, историзм.
Каждое здание имеет свою историю и охраняются государством. На линию тротуара заметно выступает восточный фасад костела Святых Иоаннов, на 60-метровую колокольню которого можно взобраться, чтобы полюбоваться открывшейся панорамой.